Привет, это Тостер. Здесь все самое интересное о домашней технике. У нас реальные обзоры и тесты. В этом видео будет максимально интересно. Мы возьмем две сушильные машины Miele и сравним. Зачем? Ну, чтобы понять, в чем разница между наиболее доступной из сушильных машин Miele моделью за 75 900 на момент съемки и гораздо более дорогой за 275 тысяч. Какие преимущества получает тот, кто заплатит ощутимо больше? Знакомьтесь, 445-я модель Miele. Это как раз она на момент съемки стоит 75 900. А вот модель 680-я, которая на момент съемки обойдется более чем в 3,5 раза дороже. Согласитесь, обе выглядят вполне представительно. Солидно и так по-немецки спокойно и функционально. Ссылки на обе сушильные машины Miele в подписи к видео. Внешние отличия, на мой взгляд, не настолько важны для подобной техники. Но все же это первое, что бросается в глаза. И прежде всего заметно, что у машин разные дверцы. Люк, дверца, кто как это называет. У модели по более низкой цене дверца не прозрачная и пластиковая, а у дорогой сушилки прозрачная и традиционно из стекла. На качество сушки материал дверцы, ясное дело, не влияет. Это чистая эстетика. С одной стороны, вариант с прозрачной дверцей более интересный в плане дизайна, на мой взгляд. Да и понаблюдать за вещами можно, в качестве бытовой медитации. Но с другой стороны, машина с дверцей непрозрачной выглядит, таким что ли более профессиональным вариантом. А чего там смотреть в этом окошке? Что вы собственных вещей не видели? Высоких скоростей, как при отжиме, в сушильной машине нет, так что дополнительная прочность, которую дает стекло, тут роли не играет. К тому же пластик явно обойдется дешевле, если вдруг возникнет необходимость замены. Напишите в комментариях, устроила бы вас пластиковая непрозрачная дверца или подавай-таки стеклянную. Ведь 76 тысяч тоже не маленькие деньги. И раз уж мы начали с явных внешних отличий, давайте обратим внимание на управление. У обеих моделей есть сенсорный дисплей. У более доступной 445-й сохранили привычный поворотный программатор для выбора нужного цикла сушки. На дисплее отображается вся актуальная информация о сушке, а сенсорные кнопки вокруг него служат выбору дополнительных опций. Классика, в общем. А вот в 680-й управление полностью сенсорное, можно сказать, смартфонного типа. Здесь большой TFT-дисплей и все манипуляции по выбору программ сушки и дополнительных опций осуществляются легким прикосновением к сенсорным полям дисплея. Но это не все плюсы дисплея. Он также дает возможность использования программного помощника с рекомендациями по сушке и эксплуатации сушильной машины. А еще с ним легко создавать собственные сушильные циклы с собственными настройками. Как видите, некоторые преимущества более современное полностью сенсорное управление дает. Однако, на мой взгляд, многим, во всяком случае людям постарше, привычнее выбирать программы поворотным программатором, как в стиральной машине. И вот тут не менее интересно узнать ваше мнение. Пишите в комментариях, поворотный программатор или полностью сенсорное управление. Гладкую сенсорную переднюю панель, кстати, проще содержать в чистоте. Это тоже важно. Далее о том, что в этих сушильных машинах идентично. Другими словами, речь пойдет о базовых технологиях, которые доступны пользователям во всех продуктах Miele. В частности, в данном случае в сушильных машинах разных ценовых категорий. Прежде всего, это фирменная технология Miele EcoDry. По сути, это своего рода симбиоз высокоэффективной системы фильтрации воздуха, необходимой для очищения его от ворса с вещей, и тепловой помпой с нетребующим обслуживания теплообменником. Помпа нагнетает сухой теплый воздух внутрь сушильной машины к белью. Проходя через него, воздух набирает влагу, забирая ее из вещей, что и способствует их сушке. Далее влажный воздух проходит через теплообменник, где охлаждается благодаря циркулирующему хладагенту. Да, в современной сушильной машине и компрессор есть. По сути, в нее интегрированы главные элементы холодильника. Влага в процессе охлаждения конденсируется и уходит в дренаж. Здесь, кстати, у Miele тоже есть полезное решение, мы до него еще дойдем. Далее очищенный от ворса сухой воздух проходит через конденсатор
и его температура снова повышается, и он опять поступает в сушильный барабан. Эти циклы повторяются до момента, пока белье не станет сухим, не достигнет установленной пользователем степени остаточной влажности. Эффективная очистка воздуха фильтрами от ворса позволяет не обслуживать теплообменник, потому что он не забивается ворсом. Благодаря этому во время сушки расходуется минимум электроэнергии. В этом основная суть технологии EcoDry. По максимуму использовать преимущества такого энергоэффективного решения, как тепловая помпа. Вернемся ненадолго к дренажу, к той влаге, которая конденсируется из воздуха, прошедшего через теплообменник. Обычно в сушильных машинах она поступает в специальный съемный контейнер. Он находится в том месте, где у стиральной машины кювета для порошка. Здесь тоже он есть в обеих моделях. И в обеих же, как в более доступной 445, так и в дорогой 680, есть интегрированная система отвода конденсата с механизмом намотки шланга. Конденсат автоматически уходит в раковину или в сифон. Вручную воду можно не выливать. Вот вроде мелочь, а на самом деле делает эксплуатацию значительно удобней. Что скажете? Пишите в комментариях. Сушка до определенной степени остаточной влажности. Она доступна в обеих моделях. Смысл в том, что вы можете выбирать, насколько сухими будут ваши вещи. Сушильная машина высушит их полностью, чтобы можно было сложить и убрать в шкаф. Или оставит в ткани чуть больше влаги, чтобы, к примеру, повесить вещи на вешалке. Можно выбрать сушку под утюг для последующей глажки, ну и так далее. В более дорогих моделях, как правило, больше вариантов такой сушки для разных вещей. Однако за само качество сушки до определенной степени влажности отвечает технология Perfect Dry, которая благодаря специальным датчикам отслеживает фактическую электропроводимость воды. Это дает возможность, скажем так, безошибочной сушки. Если выбрали сушку на вешалку, именно эта оптимальная степень остаточной влажности и будет достигнута сушильной машиной. Напомню, Perfect Dry есть в обеих сушильных машинах Miele из этого видео. У Miele есть очень интересная, на мой взгляд, и, главное, очень логичная для сушильных машин технология – Fragrance DOS. Смысл в том, что белье можно напитать, скажем так, приятным ароматом, выбрав тот, который нравится из коллекции Miele. Аромакапсулы вставляются в специальные держатели, и вот тут между двумя моделями в нашем обзоре есть отличие. В более доступной вы можете установить одну аромакапсулу, а в модели дороже сразу две. И легко переключаться между ароматами. Например, для постельного белья один аромат, а для махровых полотенец уже другой. Удобно. А что вообще с загрузкой? Тут есть отличие. Модель дороже и вмещает больше, до 9 килограммов, а более доступная по цене 8. Важно, что 9 и 8 килограммов – это максимум для программ сушки хлопка, а для других программ загрузка меньше. Всегда уточняйте этот момент в инструкции. Не перегружайте машину, иначе качество сушки может пострадать. Полезная опция – защита от сминания. Если нет возможности сразу после сушки вынуть вещи из сушильной машины, она защитит их от образования складок и замятостей, периодически вращая барабан, как бы разрыхляя вещи. Кстати, насчет сушильного барабана. И там он сотовый. Это фирменная разработка Miele. Смысл в максимально бережной сушке. Между поверхностью барабана и вещами образуется своего рода воздушная подушка, тонкая воздушная прослойка, что дает уверенность в том, что вещи не будут повреждены. Даже на самых тонких и нежных тканях не будет зацепок. Впрочем, прежде чем сушить вещи в сушильной машине, всегда убедитесь, что это допускается. Информация есть на ярлыках одежды. Нельзя, конечно, не отметить инверторный мотор Profi Eco с постоянными магнитами. Он работает тихо и максимально экономичен. Разрабатывался Miele именно под свои продукты, стиральные и сушильные машины. И в той и в другой машине из нашего обзора установлен именно он. Еще одно бесспорное его преимущество – мотор не требует обслуживания весь срок службы техники.
Вот это были те базовые технологии и характеристики, которые есть во всех сушильных машинах Miele. То, что обеспечивает в них всегда качественный результат сушки. Далее больше внимания уделим отличиям. Я уже упоминал дверцы, загрузку и системы управления, они у этих моделей отличаются. На управлении остановимся немного подробнее, здесь все очень интересно. У более дорогой 680 модели, кроме того, что полностью сенсорная панель управления, доступно еще полноценное удаленное управление. При помощи приложения Miele можно активировать сушку, выбрать любую программу, задать дополнительные опции и контролировать процесс в реальном времени, что называется, с вашего смартфона, находясь где угодно, где есть мобильный интернет. Более того, все интеллектуальные приборы Miele можно с помощью этого приложения объединить в одну сеть, интегрировать в системы умного дома. Одно из преимуществ объединения приборов в единую домашнюю сеть, касающаяся непосредственно сушки и сушильной машины, о которой мы говорим сейчас, 680 модели, возможность ее полноценного сопряжения со стиральной машиной Miele, поддерживающей интеллектуальные функции. В этом случае ваша сушильная машина будет понимать, какую программу сушки предложить, основываясь на данных о предшествующей стирке. А вот более доступная 445 модель так не умеет. Важное преимущество интеллектуальной техники Miele – возможность использовать те программы, в данном случае сушки, которых нет в сушильной машине изначально. Более широкий их выбор. Впрочем, набор программ по умолчанию у двух этих моделей тоже в принципе отличается. У более дорогой больше вариантов. Например, есть удобнейший автоматический цикл сушки для смешанных тканей, когда сушильная машина самостоятельно оптимизирует процесс для наилучшего результата. Есть цикл для сушки подушек, есть специальный гигиенический антиаллергенный режим против пылевых клещей и бактерий. В общем, в более дорогих сушильных машинах выбор программ сушки всегда более интересный и разнообразный, особенно с учетом того, что доступно еще и через мобильное приложение. Итак, я попытался обозначить разницу между самой доступной по цене сушильной машиной Miele, которая сейчас продается в России, и дорогой моделью этого же бренда. Как видите, базовые технологии, обеспечивающие качественную и бережную сушку вещей, к тому же экономичную, есть в обеих моделях. Ссылки на них, напомню, мы оставим в подписи к видео. Основные отличия более дорогой сушильной машины в деталях, как говорится. Но эти детали важны для максимального комфорта использования. Прежде всего, это более широкая функциональность, больше программ, что делает эксплуатацию удобней, широкие преимущества удаленного управления и сопряжения интеллектуальной техники в домашнюю сеть. Есть и более продвинутые решения, касающиеся непосредственно сушки. Вспомним улучшенную технологию придания вещам любимого аромата Fragrance DOS с переключением между ароматами. В любом случае, сушильная машина, даже с базовыми опциями и технологиями, это явное улучшение качества жизни. Я сам это не так давно прочувствовал и теперь не готов вернуться к раскладным сушилкам, которые вечно ломаются, или к мокрому белью в ванной. Кто-то скажет, что техника Miele дорогая, тут не поспоришь, не бюджетная. Но посмотрите, сколько полезных технологий мы нашли даже в базовой модели, не говоря уж о премиум-классе. Убеждать никого не буду, задача этого видео и вообще нашего канала показать, какие реально полезные технологии есть в современной бытовой технике, как они работают и зачем нужны. А выбор техники – это уже только ваше решение. Увидимся на канале Тостер, впереди новые обзоры и тесты.